Если меня спросить, чему труднее всего научить на вождении, то отвечу. Самое сложное не левые повороты, не развороты и не парковка задним ходом. Самое сложное научить ученика перестраиваться. Когда начинаю говорить с учениками про перестроение, все в один голос заявляют, что не понимают расстояние в зеркале до идущей сзади машины. На что я обычно отвечаю, да и не надо. Не надо понимать вам это расстояние. Однако, если же вы все-таки задаетесь вопросом про это расстояние, то вам тогда надо еще понимать, с какой скоростью он к вам приближается, чтобы понять, за какое время он вас нагонит. Так вот, не надо на дороге заниматься всей этой арифметикой. Ни к чему все это. И не зацикливайтесь на вопросе расстояния до заднего автомобиля. Есть совсем другие ориентиры для принятия решения о перестроении, а также вполне разумный прием для выполнения маневра. Вам надо понимать не расстояние от вас до задней машины, а расстояние между автомобилями в том соседнем ряду, в который вы хотите перестроиться. К примеру, первый и второй автомобили едут между собой близко. Следующий, третий, тоже близко от второго. А вот между следующими, третьим и четвертым автомобилями расстояние больше, чем обычно, чем между предыдущими автомобилями. Вот и надо решаться в этот самый просвет. И вовсе не обязательно знать, какое расстояние между вашим автомобилем и тем четвертым. И план действий следующий. Скорость не снижайте. Если есть куда двигаться, надо двигаться с той же самой скоростью, что и ехали. Не замедляйтесь. Пропускаете первого, второго, третий на подходе, включайте указатель поворота. Третий рядом с вами, сбоку, прибавляйте газ. Причем энергично. Нужно убегать от того четвертого, который сзади. Если вы зацепитесь за третьим автомобилем, как будто вы у него на буксире, и не будете от него отставать, ну хотя бы первые секунды, то тот задний вас мгновенно не догонит. Ведь между собой они двигаются с одинаковой скоростью. Надо уметь добавлять газ и не бояться этого делать. Главное, чтобы было куда разгоняться. Если впереди светофор, пешеходный переход или пробка, когда стоят автомобили, то понятно, что этот прием не пройдет. Но если все двигаются и нет вероятности торможения потока, то надо ускоряться, догонять тот автомобиль, который вы пропустили, с тем, чтобы убежать от заднего. Если, к примеру, вы ныряете в просвет между автомобилями без ускорения, то задний автомобиль догоняет вас буквально в считанные секунды. Вы создаете ему помеху, что не есть хорошо. А если вы используете прием ускорения, то задний, может быть, вас и догонит, но уже не за 1-2 секунды, а секунд за 10, может даже больше. А это уже не аварийная ситуация. Ну а если сзади едет последний автомобиль, и за ним никто не предвидится, тогда есть смысл замедлиться, подождать. Все мое повествование касается автомобилей, которые двигаются в соседнем ряду, в том ряду, в который вы хотите попасть. Автомобили, двигающиеся за вами в вашей же полосе, ожидать их, когда они вас обгонят, не следует. Если у вас работает указатель поворота, то, как правило, они вас ждут, когда вы перестроитесь. Для чего? Для того, чтобы сказать вам спасибо, когда вы освободите им дорогу. Или вот еще один интересный прием. Я его называю перестроение под прикрытием. Если вы видите, что кто-то стоит без движения в полосе, в которой вы хотите перестроиться, проезжайте его и сразу же меняйте ряд. Сразу. Не давайте заднему автомобилю сделать это вперед вас. Вы впереди, и вам проще. Я еще и говорю, облизываете стоящий автомобиль
и не давайте шанса заднему автомобилю сделать это вперед вас. Естественно, вам следует заранее показать сигнал поворота, предупредить о своих намерениях. Прием работает как при перестроении в правую сторону, так и в левую. Если впереди автомобиль не стоит, а просто медленно двигается, то это все тот же самый прием. Обгоняете и под прикрытием перестраиваетесь. Но в случае многополосного движения есть одна опасность. С противоположного ряда тоже может кто-то пойти на такой же прием перестроения под прикрытием. И вы можете на пару исполнить его одновременно. Пойти в одно и то же свободное место из разных рядов. Мне в этом случае помогает панорамное зеркало. Следует быть внимательным в этом случае. Еще раз, эта опасность может быть при многополосном движении, когда вы перестраиваетесь под прикрытием автомобиля, медленно двигающимся или аварийно стоящим в среднем ряду. Если обгоняемый автомобиль находится в крайнем ряду, то такой опасности нет.